Смотрите, знаете, что это такое? Это мини-ПК. Ace Magic S1 на Intel Alder Lake 12-го поколения. Вообще-то здесь N95. Скажете, слабый процессор, но ничего подобного. Это компьютер не для игр. Хотя во что-то мы на нем поиграем. Это компьютер для работы, для развлечений. Ну, в принципе, для дома, для тех, кто вообще, скажем так, к играм никакого отношения не имеет. Ну, в общем-то, мини-формат с вот таким вот мониторингом, с RGB-шечкой. Я покупал его в Европе, это из Европы компы, и это, знаете как, китайский мини-ПК для европейского рынка. Совсем другое качество. На канале Технозон, поехали. Начнем мы с того, что мы его прилепим на магнитную подставочку, поставим, потому что вы его все равно увидите на распаковке. Знаете, что еще? Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные видео. И тут тоже прикольный момент. Ссылку на проверенного продавца разместил в описании под видео. Для Украины можно заказывать через NP-Shop. Смотрите, я сейчас на сайте Ace Magic. У нас это идет мини-ПК Ace Magic S1 Intel 12-го поколения Alder Lake N95. Эта версия, у нас их существует 16 гигов DDR4 на 1 терабайт NVMe диска. И есть 16 на 512, то есть вы можете выбрать ту версию, которая вам больше подходит. Я брал за 289 евро максимальную, и можно купить через PayPal, очень удобная, классная тема. Смотрите, из того, что они здесь у нас позиционируют, это 1.9 TFT дополнительный экранчик для мониторинга. У нас есть Dual LAN, обязательно посмотрите. Есть, кстати, 2 HDMI для мультимониторинга, Windows 11 прединсталлирован, SSD 1 терабайт, Wi-Fi 6, кстати, на Realtek. Я первый раз имею дело с Realtek-овским Wi-Fi 6. 5.2 Bluetooth. И знаете, что у нас тут еще есть? Ну, мы уже проговорили про мультимониторинг. А вообще они пишут, что максимальный TDP 20 Вт, а вообще CPU-Z выдает максимальный TDP 15 Вт. 3,4 ГГц в турбо режиме. Но я его ни разу не смог. Я играл, знаете, во что? Я играл в World of Tanks Blitz, я играл в Hearthstone, ни разу не смог получить турбо-буст. Ну, во-первых, более серьезного что-то не поиграешь. Здесь Intel UHD Graphics. Кстати, это 4 ядра, 4 потока. И знаете, что тут еще интересное? У нас двойной гигабит. Можно использовать его, допустим, для создания сервера какого-нибудь на OpenWRT, тому подобного. Можно, в принципе, сделать из него какой-то NAS. Есть у нас возможность установить второй SSD, хотя там написано NGFF, то я думаю, что там можно поставить SATA. Так, что у нас тут еще интересного не пишут? Ну, он вообще не греется. Про это они могут вообще не писать. Я сколько его не тестировал, нагрев никакого не получил нагрева. Ну и на бачках вы все посмотрите уже на распаковочке. Вообще, я вам скажу так. Я его брал из расчета того, что я на нем соберу себе маленький NAS. И с учетом того, что здесь можно влепить 2 SSD NVMe диска, плюс 2 USB-шечки 3.0, в принципе, какой-то мини-бомжи NAS домашнего уровня можно получить. Из того, что я потом получил, я получил нормальную рабочую станцию, где можно редактировать документы, работать с файлами, работать в соцмедиа, даже стримить, возможно, для YouTube, просто именно как стриминг-станция. Не более, не менее. То есть поиграть на этом я абсолютно не рекомендую. Но мы переходим, тестируем, а выводы уже не заставят вас ждать. Смотрите до конца видео. Вот такой вот мини-PC от Ace Magic. Давайте снимаем эту штуку. Классная тема. Коробочка, видели, как, блин, как ее снять? Слушайте, упаковка просто класс, конечно. Оп, есть. Так, вскрываем. Та-та-та-там. Так, мини-PC. Та-та-та-там. И вот он сам по себе. Ace Magic. Достаем его. Достаем то, что в коробочке. Сразу смотрим комплектность. Красиво, да? Да, велюр, прикол. Сразу смотрим, у нас есть блок питания, есть у нас даже HDMI кабель. Блок питания у нас 48 Вт, 12 вольт, 4 ампера. Это хорошая штука на самом-то деле для такого типа процессоров. Сам по себе Ace Magic, ведь у нас здесь
закрыто, а под пленкой у нас там память видна. Я пока заклею. Вот эта штука, по идее, у нас съемная. Давайте так, по порядку. В разъем питания 2 HDMI, 2 LAN-порта по 1 гигабиту, AUX, разъем под замок Кенсингтона, есть 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. Тут у нас отверстие для вентиляции, кнопка Power, спереди у нас экранчик. Сейчас мы посмотрим, здесь тоже у нас для вентиляции. Вот эта штука сверху несъемная, а вот снизу у нас это дело происходит вот таким вот образом. Оп, на магнитиках. Здесь у нас... Сейчас я возьму что-то поуказательней, скажем так, чтобы было понятно. Так, здесь у нас стоит Nettach M2 NVMe, не самый дорогой, допустим, PCI-Express Gen 3 на 4, это NVMe диск. Здесь у нас DDR4 память, 16 гигов, PC4 3200. У нас возможность поставить одну плашку, она не будет работать в двухканальном режиме. Сюда можно еще поставить еще один диск, только здесь написано NGFF, то есть это по сути SATA интерфейс. Под низом сейчас вы видите систему охлаждения, как это все сделано. Достаточно интересная плата, никаких вопросов у меня пока к ней нет. Слушайте, давайте буду собирать. Как работает экранчик, вы увидите чуть позже. Да, здесь это же еще не все. Здесь у нас же кроме экранчика есть еще вот такая вот подставочка. Это прям вот в топ-топ. Она металлизирована, внутри тяжелая достаточно. А ну-ка ставим ее. А ну что она ставится? Опа, она магнитная. Да ладно. Прикол. Это ставится вот таким вот образом. Короче, друзья, подключаю, настраиваю. Возвращаемся на тест. Так, мы уже включили наш мини-ПК. Давайте пойдем посмотрим на разрешение, что у нас там стоит 1920 на 1080, поддерживает до 4К. Давайте поставим увеличение 125%, дабы мы хоть что-то видели. У нас это Intel N95 Alder Lake. У нас кодовое имя, 15-ваттный, максимальный TDP. Сокет 1744, 10-нанометровый, даже кэш 3-го уровня, 6 мегабайт, 12-поточный, 4 ядра, 4 потока. Ну, тут нам смотреть нечего, память в одноканале у нас работает. А графика Intel UHD Graphics, смотрите. То есть у нас здесь Intel UHD Graphics, 10-нанометровая тоже. И тут тоже 900 DDR4, 192 бита. Тут, в принципе, смотреть нам особо нечего. Единственное, что мы здесь можем посмотреть, сенсоры и температуру обязательно. Ну, во-первых, смотрите, в чем фишка. Я перед тем, как пойду дальше, я вам хочу показать кое-какую фишку. У нас на данном, мы сейчас выведем рядышком окошечко, будет такое видео у вас. У нас на данном компе есть вот такое вот окошко, вы рядом со мной его видите, и есть RGB-подсветка. У нас вот есть приложение, которое отвечает за мониторинг. Вот, пожалуйста, мы его зажгли, вернее, не зажгли, а включили. И мы видим нагрузку CPU 65%. Давайте запустим. Давай. Видим здесь минимальную загрузку. Видим температуру у нас GPU. Fan Speed. Это у нас размер этого, господи, скорость кручения кулера 12 Вт на текущий момент потребления. И мы можем это все дело настраивать. То есть, если мы пойдем и выберем различные темы, то мы можем вот просто тему с вами выбрать. Например, это вот у нас будет часики, как, знаете, как скринсейвер. Вот такая вот штука. А можем выбрать вот такую штуку. Смотрите. Синенькую, тоже с разными показателями. Также у нас есть вот такая вот красивая тоже штука, вот такой вот экранчик с разным мониторингом температур. И можно кастомизировать. То есть мы можем выбрать, например, температуру CPU, загрузку памяти. Время нам, например, нафиг не надо. CPU Power и Fan Speed. И дата нам, наверное, например, не нужна. И можем менять еще и обойки различные ставить. Давайте поставим так. И будет у нас вот такой вот прикол. Хотя я предпочитаю темы по дефолту. Они достаточно симпатичные.
Меня вот эта вот штука, она не сильно волнует. И то же самое у нас есть LED-контроль, RGB-шка, где мы можем менять разные моменты. Можем сделать ярче его. Вот, например, у нас там есть яркость, есть скорость изменения. Ну, например, у нас там сейчас, видите, радуга. Можем поставить дыхание. Можем поставить изменение цветов по кругу. Можем автоматически поставить от чего-то, от какого-то действия и выключить вообще. То есть тут уже решать вам. У меня стоит обычно радуга. В принципе, такие себе самые обыкновенные опции, ничем не примечательные, кроме мониторинга. Мониторинг мне вообще вот очень-очень зашел. И главное, чтобы это приложение автостартовало или запускалось у нас постоянно и было в свернутом виде. Оно сворачивается в трей. Смотрите, из того, что мы можем с вами протестировать, это мы можем протестировать, у нас реальная версия, не столь суть важна, нам главное, чтобы оно нагрузило 100% проц и показало, есть тротлинг или нет. Давайте стартанем, буквально пару минут будет видно. Я вам могу сразу сказать, у N95 вообще тротлинга никакого нет. Плюс здесь достаточно нормальное охлаждение на подставке, то есть она продувается неплохо. И смотрим на температуру. Специально вывел вам Touch Power GPU, чтобы вы видели, что у нас тут происходит. Все, вернемся через пару секунд буквально. Ой, вы знаете, температура вообще невырубаема. То есть она держится 59-60 градусов, и вообще никакого тротлинга здесь нет и быть не может. Но не тот тип процессоров. Это мы можем спокойненько останавливать. И пойдем немножечко по тестам посмотрим. Давайте по CPU Queen. Глянем, чему соответствует наш процессор. Ой-ой-ой-ой-ой. Xeon X3430. И Core i5 650 HT. Ну, как-то так. Тут никто и не говорил, что будет легко совсем. А PhotoWorks, работа с фото. Давайте посмотрим. Ну, тут уже получше. Core i7 между Core i7 3-4 поколения и Core i7 990X Extreme 6-ядерным. Даже получше, чем 8X 8-ядерный KFX 8350. Давайте дальше проклацаем. Z-Lib наглядно. Дальше. Кстати, после CPU Queen и CPU PhotoWorks вообще можно дальше ничего не делать по-хорошему-то. А здесь Core i7 7700 и Core i7 6700K. Как-то так. Давайте еще проверим чтение из памяти. И можно уже, в принципе, переходить дальше смотреть. Ну, вот, в принципе, если смотреть по сборкам, то это у нас на Z87 DDR 3600 и Core i7 на 3770. На Z77A у нас тоже будет DDR 3600. Ну, вот видите, на уровне DDR3, потому что в одноканальном режиме работает, и тут, в принципе, не на что нам ориентироваться. Дальше у нас идет Crystal Disk Mark с Crystal Disk Info. Очень хочу посмотреть, какой диск они сюда поставили. Давайте выключим. Слушайте, вообще, вот мониторинг вот этой штуки, он достаточно удобен. Вы видите, сколько, как, чего работает. У нас стоит внутри 1024 гигабайта, ну, как они пишут, видите, на PCI Express 3X2. Вот видите, как самое интересное, то есть у нас получается с текущим режимом PCI Express 3X4. То есть он стоит, диск PCI Express 3X4 на шине PCI Express 3X2. Но это N95. NVM Express 1.3. Температура 54 градуса. Давайте стартанем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Выбираем NVMe SSD и чуть-чуть пообновляем. Что я могу сказать? Достаточно неплох диск для его цены. Это нет так нормально работающий. В принципе-то своем. Теперь мы с вами протестируем, конечно же, сетевые возможности. Стартуем куда-то подальше. Так, сейчас мы получаем 625-626. Ну, тут очень далекий сервер, аж в Вене. У меня из Запорожья. Сейчас посмотрим на местных провайдеров. Это я делаю специально для того, чтобы сравнить результаты и понять, какая все-таки максимальная скорость. 620 на 700. Это по Wi-Fi 5 ГГц. У нас есть еще LAN G45 и 2,4 ГГц сеточка. А сейчас, друзья, мы попробуем с вами
другую фишку. Мы попробуем с вами максимальную теоретическую скорость. И это, опять же, Wi-Fi 5 ГГц. Здесь мы получаем чуть-чуть больше результат, 700. То есть это актуальный результат, как бы правдивый, 720, 730 почти. Это на загрузочку у нас. И на выгрузку те же самые, 760, 770. Короче, тут результат у нас есть как есть, никакого приписанного результата быть не может. Давайте 2,4 ГГц пробуем. Сразу максимальную теоретическую скорость. 130, 140, 170, 190. Это очень неплохо. Я вам скажу, очень неплохо. 2,4 прям работает очень хорошо. 240, 250. Вот в данном случае это очень хорошо. А, кстати, работает у нас сетевой модуль. Мы сейчас с вами посмотрим, пока оно там тестирует. Давайте управление. Диспетчер устройств. И в сетевых адаптерах мы видим, что у нас Realtek 8852BE. Это Wi-Fi 6. PCI-адаптер, он распаян на плату. Ну и сразу тут по процессорам 4 ядра мы видим. По видеоадаптерам Intel UHD Graphics. Больше ничего нам тут интересного смотреть нечего. 241 на 26. Ну, давайте попробуем в реальных условиях. То же самое приблизительно. Ну, как я и говорил, тут 245, 246, 248 прыгает. Даже 250, 260. Ничего себе. Насколько? Ну, вот на отдачу 2,4 у нас чего-то там прыгает, не хочет. 5 ГГц. Здесь очень хороший 5 гигагерцовый Wi-Fi. Тут как бы мы не будем ничего с этим говорить про это. Пробуем LAN RJ45. Вставляем. Здесь у нас гигабитные ланы. Так, он подключился. Стартуем. Тут чистый гигабит. Даже проверять нечего. Вот 900. 930, грубо говоря, плюс служебный трафик — это чистый гигабит. По сетевым модулям вопросов нет. Короче, по аппаратной части мне нравится. Из заявленного он отвечает своим, скажем так, характеристикам, которые были заявлены, и работает достаточно быстренько и стабильно. Не греется с нагрузкой. То есть я могу всегда мониторить температуру. 48 градусов на текущий момент температура. В принципе, если говорить о производительности данного мини-ПК, то мы проводили PC Mark 10. Это тест, который позволяет нам, скажем так, определить, насколько он подходит для каких-то моментов. Мы не проводили комплит-тест, мы проводили экспресс-тест, который не включал в себя рендеринг и редактирование видео. Ребята, он не подходит для рендеринга, не подходит для редактирования видео. Зато у него очень хорошие показатели по статистике, допустим, использования для веб-браузинга, для видеозвонков, для запуска каких-то приложений и, конечно же, для редактирования документов. То есть у нас здесь есть, видите, загрузка документа, редактирование, это очень хорошие показатели. 4458 и 6496 это отличный. То есть он подходит для соцмедиа, для просмотра новостей, для просмотра какого-то контента, для редактирования документов. Данный процессор справится с редактированием каких-нибудь текстов, таблиц, и вообще вопросов не будет. Вы можете делать с огромными массивами данных, работать здесь. Там мы можем сейчас накопировать каких-то там огромных массивов. И уже на текущий момент это огромное количество листов, которые вообще практически не тормозит. То есть он очень отлично это все дело обрабатывает. Он скроллит сейчас вверх и обрабатывает. Мы можем открывать большое количество вкладок. Я открою сейчас ютубчик. Это будет касаться, скажем так, и проигрывания 4К видео. Если он потянет 4К видео, мы должны это проверить. Вот, пожалуйста, наша дикая река. И мы смотрим. Сейчас включим 4К. Вот, пожалуйста, 4К, стартовых 5 дропов отрабатывает идеально. То есть мы здесь можем смотреть и фильмы, и сервисы, и IPTV-шечки, из жесткого диска можем смотреть какие-то видосики. Нету смысла проверять. 12-е поколение Alder Lake. Никаких вообще вопросов.
То есть я думаю, что мы с вами имеем сбалансированный компьютер, но можем ли мы на нем во что-то поиграть? Вот этот вот момент меня интересует. Мы можем здесь, допустим, почитать какие-то новости. Давайте. Это отличное решение для дома. То есть это скроллинг, стриминг. Ну, давайте. Facebook откроем страничку, тут поисковую, и все это будет воспроизводиться дальше без каких-то вопросов. Слушайте, ну хорошо, давайте попробуем все-таки загрузить пару каких-нибудь игр и посмотрим, что из этого получится. В частности, здесь можно попробовать играть в какие-то Hearthstone, например, World of Tanks Blitz, полноценный здесь не потянет. Либо, мы, конечно, попробуем Diablo Immortal, для того, чтобы мы понимали, что какие-то такие близзардовские игры будут работать. В общем, запустили Hearthstone. Стартанем. Посмотрим, какие у нас настроечки. Full HD, качество среднее. Я думаю, что можно выбрать максимальное. И оно все равно будет работать. Просто выберем любые карты. Мне главное посмотреть скорость анимации. Сейчас пробуем. Карты летают отлично. Давайте еще эту карту попробуем. Используем его, полечим. Слушайте, с анимацией все очень даже в порядке. Мы можем спокойно здесь выходить. Отлично подходит нам для игры в такого рода игру. Давайте попробуем Diablo Immortal. Я, честно говоря, не играл в него, но меня спрашивали конкретно подписчики мини-ПК для Diablo Immortal. Знаете, висит Immortal, что-то не захотел он. Вообще никак. Но тут уж есть как есть. Давайте его закроем и пойдем сыграем. У нас, я думаю, что просто не хватило нам мощи данного проца. Да, подвисает он. Хотя память не за этот, я думаю, что из-за видеокарты. То есть у нас графика была сильно загружена, и что-то он не захотел. Закрыли его. А давайте с вами попробуем World of Tanks Blitz. Так, сейчас мы видим 60 FPS. Это у нас средние настройки. В принципе, World of Tanks Blitz — это не такая игра, которая бы там брала бы очень много ресурсов, именно блицы. Они даже на слабеньких смартфонах играют, а здесь у нас Steam-версия к тому же. Она будет работать. Какие-то казуальные, какие-то аркадные игрушки будут без проблем идти на таком мини-ПК. Назвать его полностью игровым я абсолютно не скажу вам, что это так. Вы должны это понимать. Ой-ой-ой, какой ты стреляющий. Что ты будешь делать? Давай. Я промахнулся. Это просто жопа. Вот как-то так. Вообще я уже готов прорезюмировать данный мини-ПК. Очень мне нравится в плане того, что сбалансирован. Сейчас у нас, знаете, сколько? Загрузка проца 65% и 49 градусов. Так, поехали дальше. Кто-то тут еще у нас тут хочет напроситься на жесткие пилюли. Давайте навалим ему чуть-чуть. Будем выходить уже. Все, надо выходить. Хотя бы его слить, давай уже. Есть, его слили, можем выходить. Ура. Смотрите, неплохо он справляется с нагрузочкой, неплохо у нас заполнена память всего лишь на 50% даже в игре. Графический процессор, конечно же, подрывается уже под полную загрузку, потому что все-таки это Intel UHD Graphics. Все, выходим, резюмируем. В качестве выводов скажу, неплохая штука получилась, мы ее рекомендуем, за ее деньги очень даже неплохо. А с вами был Бабл на канале Технозон, пока.